Всем привет! Добро пожаловать на канал Накама 28. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто посмотрел предыдущий влог, за то, что люди оставили комментарии, делились своим мнением, взглядами, и было приятно пообщаться вместе с ними. Меня зовут Black Rosa. Я диктор, музыкант, диджей и ведущая этого музыкального сообщества. Подробное описание вы найдете внизу под этим видео, а также ссылки на мои соцсети, в которых я делюсь своим творчеством. И недавно у меня были работы по саунд-дизайну. Вот. И остальные работы и продолжения вы можете увидеть в моих соцсетях, которые я обязательно оставлю. Темой нашей болтовни сегодня будет виниловый диджеинг. Вообще, я думала, что к нему я прикоснусь и, наверное, захочу позаниматься где-нибудь минимум лет через 10, когда мне ужасно надоест то, чем я сейчас занимаюсь, чтобы попробовать что-то новое. Но так сложились обстоятельства, и мне удалось гораздо раньше к этому прикоснуться. Не потому, что мне надоело все гораздо быстрее, а просто я решила, а что откладывать? Почему через 10 лет? Почему не сейчас? И это здорово, потому что это дало мне очень много пищи для размышлений и каких-то открытий. В своей жизни я никогда не планировала быть диджеем. Это не было никогда моей какой-то мечтой. И, будем честны, я, когда уже занималась музыкальным продакшеном, у меня были немного скептические взгляды на эту профессию. То есть я не придавала ей какого-то значения, потому что фокус мой на написании музыки был. И вот в крайние годы, благодаря своим друзьям, в период, когда мне не хотелось ничего писать и было даже немного тошно, я вписалась в эту авантюру. И на удивление открыла новое хобби, которое помогло мне отдохнуть от продакшена, а также найти вдохновение для собственной музыки. Почему для меня диджеинг — это отдых? Потому что он не требует столько ресурсов, которые требует от тебя продакшн. Написание аранжировки, потом запись вокала, потом это надо все сводить, потом это все надо мастерить, потом очень связан ты с оборудованием, микрофоны, аудиокарты, какие-то бронирование студий, мониторы, через которые ты слушаешь, тренировка твоего слуха. Это иногда очень много ресурсов забирает, ребята. А в диджеинге тебе и не надо так запариваться. Ты просто ищешь треки. А вдохновение в диджеинге в том, что благодаря вот этому углубленному поиску ты знакомишься с историей, как те или иные инструменты влияли на треки, и ты слышишь это влияние. Ты находишь вдохновение в чем-то уже классическом, и я сейчас имею в виду электронную музыку, так ты и знакомишься с новыми течениями, которые происходят прямо здесь и сейчас. Потому что диджей, на мой взгляд, это тот человек, который может вас глубже познакомить с музыкой, чем то, что нас кормят в трендах и так далее. Не то чтобы я никогда не искала углубленно треки в своей жизни до диджеинга. Я, наверное, делала это лет с 14. У меня появился iPod Touch какого-то поколения. И тогда iTunes только начали набирать оборот, и они сделали платформу, где стали продавать музыку. Это огромный шаг был, в принципе, для поддержки артистов. Ты можешь продавать не только диски, а теперь в диджитал формате. И я покупала себе целые альбомы, они до сих пор у меня сохранены, и вот с устройства на устройство, если я перехожу, то они идут вместе со мной. Это очень интересная и приятная библиотека. Вернемся к диджеингу. Сейчас, спустя время, я смотрю на него абсолютно по-другому. Я считаю, что это очень важный инструмент для электронных музыкантов, потому что
чтобы презентовать свое творчество, выступать на каких-нибудь концертах, фестивалях и так далее, нужно обладать этим навыком, чтобы отыграть свою музыку элементарно. Если, конечно, вы не увлекаетесь электронными лайвами, и у вас для этого есть определенные приспособления. Кстати, небольшая отсылочка к предыдущему выпуску про Digitakt. Я поиграла, кстати, в Питере, уже позаписывала пару миксов, и даже у меня был гибридный лайв на радио Гонконга. Я оставлю информацию тоже в описании или где-нибудь здесь. И вот, так как я человек, который любит что-то новое, потому что в этом новом я нахожу для себя отдых. Мой мозг, он отдыхает, поэтому смена деятельности в моей жизни – это очень важный процесс. То есть сейчас, например, я больше уделяю времени музыке, или у меня есть время, когда я больше занимаюсь озвучкой. В принципе, я работаю с озвучкой, и я всегда ей занимаюсь, потому что она меня кормит. Или вот этот вот электронный формат, да, то, что я открыла для себя какие-то приспособления, и что можно делать это все вживую. И вот я решила попробовать винил. Когда я только первую неделю его практиковала, я была под такими впечатлениями просто невероятными. И я искренне считаю, что каждый диджей должен это попробовать. Почему? Не потому что быть виниловым диджеем – это круто, а потому что это совершенно другое мышление, совершенно другой подход к процессу и ощущения. Сейчас у нас с вами произошел достаточно огромный скачок в развитии электронной техники. Если мы вспомним с вами крайние модели, которые выходили с Сюдюков, там всегда присутствует у нас экранчик, куча всякой индикаций, ты абсолютно все видишь. Да, я вижу эти дорожки, где тут ямка, где тут сильные доли. И, на мой взгляд, это игрушка дьявола. Это сильно атрофирует диджейский навык, потому что в данном случае у нас идет переключение со слуха на глаза, на визуальное восприятие. А именно конкретно в этом процессе оно будет исключительно механическим. То есть я смотрю на эту волноформу, и я не испытываю никаких чувств, она меня не вдохновляет. Возможно, у кого-то по-другому, но у меня такого нет. Понятно, если я посмотрю на какую-нибудь картину художника, который использовал какие-то символы, там цвета, сюжет и так далее, там будут чувства, и это может вызывать у меня чувства. То есть я сейчас не хочу как-то принизить визуальное восприятие и визуальное творчество ни в коем случае, но именно конкретно в данном случае здесь нет никакого смысла. Здесь просто сухая индикация. А винил, он как раз про то, чтобы больше чувствовать, потому что индикации нет абсолютно никакой. Вообще никакой. Ты чувствуешь темп, ты настолько внимателен в этот процесс, и ты находишься здесь и сейчас. А не то, что сейчас я посмотрю, как там треки, они сместились, подходят, они друг под другом стоят. Ты не знаешь скорость, ты не видишь волноформу, ты абсолютно слеп, но ты пытаешься почувствовать на слух. В принципе, в этом процессе больше тактильности, потому что у тебя есть винил. Вот он, ты можешь его потрогать. Вот он находится в каких-то таких вот штучках. Ты его достаешь, протираешь, моешь. То есть понятно, что я сейчас не говорю, что я очень получаю удовольствие от того, что я его трогаю и мою. Я его не мою. А от того, что вот треки, и ты можешь их каким-то образом ощутить своими пальцами. То есть ты соприкасаешься своим телом. И это просто больше вас погружает в реальный мир. Да, осязаемый. Ты в процессе учишься правильно обращаться, прикасаться, где как вот это отпускать вовремя, делать это плавно, обращаться с виниловыми вертушками, настраивать их, как иглы у них работают, да, быть аккуратным, чтобы это все не повредить.
Кстати, вот этот винил, тут я как-то очень давно писала хип-хоп, вот, и меня ребята позвали на коллаборацию, я пела. Я и сейчас пою, но тогда я больше пела. И вот здесь, да, есть трек Black Rosa. Можно послушать. Я оставлю тоже ссылочку. Вот, и ребята подогнали, они тогда делали винил вот с таким бум-бэпом, хип-хопчиком. И для меня после винила даже самый старый сидюк, какой-нибудь там CJ 300, 400, который уже с флешечками, кажется мне невероятно навороченным и с огромными возможностями. Ну, например, что нам стало доступно, если мы идем после винила к этим сидюкам? У нас темп четко можно выставить. Да, ладно, там какие-то есть процентные соотношения, сотые не точно пишутся, но все равно вы уже настолько близки к похожему значению, что подгонять гораздо проще. Возможность делать луп. Это просто невероятно. То есть, если смотреть с того, что могут сейчас сидюки новые, современные, это кажется уже деградацией. Но если смотреть с момента развития, это кажется очень крутым устройством. И у нас, у людей, которые очень часто сталкивались именно с уже современным оборудованием, или людей, которые в силу своего возраста не застали старое оборудование, возникает гедонистическая адаптация. То есть и я привыкаю и воспринимаю все само собой разумеющимся. Да, вот у меня есть хорошее, навороченное, а что-то устаревшее кажется фу. Потому что я, кстати, нередко сталкиваюсь, когда организовывали какое-то мероприятие, и там арендовали аппаратуру, которая была не современная, а вот как раз где-то 300-е, вот что-то в таком стиле. И какие-то ребята говорили, что, мол, какой-то фу, ё-моё. Диджей, я считаю, должен уметь сводить на всем. Хотя бы очень стараться. И это все про открывание нового взгляда. И я не призываю всех стать виниловыми диджеями, нет. Но хотя бы раз попробовать, пару раз попробуйте. Это очень круто расширит ваше чувствование процессов и взгляда на аппаратуру. У меня лично отключается голова полностью. Я ни на что не отвлекаюсь. Я слушаю. Я слушаю, я здесь и сейчас. И у меня после того, как я посвожу на виниле, у меня такое чистое восприятие. Никакие тревожные мысли или просто какая-то перегруженность информации. Ее нету. Я просто сейчас, ближайшие полчаса, просто пыталась чувствовать и концентрироваться на этом. И я считаю, что это даже терапевтично. Это соединяет вас с самим собой. И, конечно, после этого опыта переход на какую-то более современную аппаратуру кажется гораздо легче и проще. Если вы вдруг чувствуете себя не очень уверенным при сведении, попробуйте винил. Запомните, почувствуйте, как вы подходили к этому. Это можно практиковать на и обычных сидюках. Там закройте себе все эти картинки, не смотрите темп, делайте все на слух. Понятно, что когда есть эти индикаторы, наш мозг уже автоматически хочет на них смотреть. Но вы можете устраивать себе тренировку, но почувствуйте просто с винилом эту историю. Очень рекомендую. И, конечно, виниловый диджеинг — это немного совершенно про другое отношение. Тебе нужно купить сидюки. Сидюки и диджитал, они не самые бюджетные, даже старые. Тебе же еще нужно раздобыть винил, а это старая штука. То есть либо ты находишь музыкальные лейблы, которые сейчас продолжают производить это, и таких немало на самом деле. Или ты ищешь интересные магазинчики, где каждый борется за уникальную пластинку. И стоят они, конечно, хорошие айтемы бывают небюджетными. И, конечно, поиск. Не такой, как в диджитал формате, что ты там захотел новый релиз или даже
до того, как он вышел, ты можешь купить этот релиз. Музыканты выкладывают на каких-нибудь битпортах и так далее. Так что, если у вас нету на это сил и ресурсов, не надо в это погружаться. Всему свое время. Может быть, вы к этому вернетесь, а может быть, и поймете, что вам это не нужно. Потому что я для себя поняла, что мне это по-особому-то и не нужно. Я не особо себя позиционирую как диджей. То есть для меня это было какое-то увлечение в какой-то период моей жизни. А потом я поняла, что как музыканту, из-за того, что мое творчество перешло более в электронный формат, мне полезно это уметь и делать. Но я сейчас говорю именно про то, что если вы чувствуете себя диджеем, вам нравится собирать музыку, ее вот коллекционировать, слушать, вы от этого очень жестко претесь, то, возможно, в дальнейшем вам было бы это интересно. Ну, а просто как диджейские навыки попробуйте винил. Это круто. Спасибо большое моим друзьям, которые одолжили мне виниловые вертушки и немножко винила, чтобы практиковаться. И, кстати, есть очень интересные эмуляторы винила, если вдруг вы не хотите сильно затрачиваться, но хотите пробовать и практиковаться больше, то есть такая штука, я не помню, как она называется. К сожалению, уже 5 раз помнила и уже 5 раз забыла. Покупается вот такая коробочка со входами RCA. И не только. И в компьютер потом это вставляется. Ты подключаешь, тебе надо купить вертушки все-таки. Подключаешь это все к компьютеру, и у тебя будут 2 вот такие болванки. То есть это будут виниловые диски с волноформами, но они без треков. То есть это как пустышка, на которую через компьютер ты можешь закидывать какой-либо трек. То есть у тебя будет 2 таких пустышки, и ты через компьютер будешь на них пускать треки. Как вариант. Вдруг вам интересно. В общем, винил — это совершенно другой подход к процессу, а также огромный источник вдохновения как для диджея, так и для музыкального продюсера. Если вдруг вы являетесь таковым, тоже я бы могла вам посоветовать, потому что это все про тренировку слуха. Вы лучше сможете определять BPM треков, ритмы, тональности и тому подобное. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик до конца. Поделитесь в комментариях, пробовали ли вы сводить винил, понравилось вам или нет. И хочется ли вам попробовать его в дальнейшем. Ну и, может быть, какие-то ваши собственные вопросы. Я с радостью почитаю то, что вы там напишите. Всем хорошего настроения и до новых встреч!